Меня зовут Лена. Я готовлю ПП-десерты без сахара. Сегодня покажу вам, как приготовить простой и вкусный ягодный вупи-пай. Вы узнаете, как сделать вкуснейшие кокосовые коржи и насыщенный ягодно-творожный крем. Этот торт содержит мало углеводов, много белка, а готовится совсем несложно. Для коржа соединяем муку. Понадобится два вида муки – зерновая и ореховая. В качестве зерновой у меня сегодня мука бурого риса. Редко использую ее в десертах и беру скорее для разнообразия. Рекомендую сочетать ее с другими видами муки. В качестве ореховой у меня миндальная мука. Можно взять также кокосовую муку или измельченный в крошку орех. Со всеми вариантами будет вкусно. Пропорции муки тоже можно менять. Суммарно должно получиться 110 грамм. Добавляем 12 грамм подсластителя, 8 грамм соды. Перемешиваем сухие ингредиенты. В отдельной чаше соединяем 3 яйца. Очень важно в этом тесте, чтобы все компоненты были комнатной температуры. И сказать по секрету, это правило желательно соблюдать во всех рецептах коржей. Добавляем 15 грамм густого йогурта без добавок, 20 грамм сока лимона. Можно взять и любой другой цитрусовый, какой есть под рукой. Можно также добавить цедру, если хотите получить отчетливый цитрусовый аромат в коржах. И сюда же добавляем 100 грамм кокосовой пасты или урбича. Можно использовать и любую другую ореховую пасту, но и вкус у коржей будет другой. Мне очень нравится сочетание кокосового вкуса с ягодным кремом. Перемешиваем жидкие ингредиенты и добавляем сухие. Перемешиваем до однородности. Получается довольно жидкое тесто. Я буду выпекать в кольце диаметром 16 см с дном из фольги. Внутри прокладываю круг пекарской бумаги, который слегка смачиваю водой для хорошего соединения с дном. Выливаю тесто и отправляю выпекаться в разогретую до 160 градусов Цельсия духовку на 40-45 минут. Вот такой слегка румяный корж получается. Готовность проверяем деревянной шпажкой. Снимаем фольгу, круг пекарской бумаги. С помощью ножа вынимаем корж из формы. Этот корж получается довольно плотный за счет ореховой муки и кокосовой пасты, но он очень вкусный. В данном случае это не обязательно, но если остается время до сборки торта, то упаковываем корж в пищевую пленку и храним в холодильнике. Для крема нам понадобятся любые ягоды. У меня по сезону это черешня. Но можно взять и другие, в том числе и замороженные ягоды. Очищаем ягоды от косточек и измельчаем с помощью блендера. Пюре можно пропустить через сито, если хотите получить максимально однородный крем. В случае с малиной, например, это будет обязательно. А я просто перекладываю пюре в сотейник и довожу его до кипения в целях увеличения срока хранения. Хотя в любом случае этот торт не стоит хранить дольше 24 часов. Итоговый вес пюре должен быть 140 грамм. Для крема нам также понадобится 550 грамм творога. Творог должен быть обязательно натуральным, не слишком жестким, чтобы его можно было измельчить без существенных крупинок. И самое важное, творог должен быть вкусным. Если вы не любите творог, то рекомендую вам сделать другой крем, например, на основе рикотты. Тщательно измельчаем творог с помощью блендера в однородную массу. Чем более гладким получится крем, тем лучше. Добавляем в него подсластитель, ягодное пюре и кокосовое масло. При добавлении кокосового масла нужно, чтобы творог не был холодным, иначе оно застынет раньше времени. Еще раз прокручиваем в блендере и добиваемся максимальной однородности. Вот такой цвет получается. Черешня, как видите, не самая яркая ягода. Если у вас, к примеру, малина, смородина или черника, цвет будет ярче. А я для яркости добавляю порошок сублимированной малины. Это прекрасный способ сделать творожный крем более ярким и насыщенным, и при этом излишне не разжижить его. Вот такой цвет получается. И, кстати, по вкусу сочетание черешни и малины мне очень нравится. Кислинка малины приятно дополняет сладость черешни. Если же вы хотите более привычный вкус, то можно использовать сублимированную вишню. Она тоже очень яркая. Крем готов. Перекладываем его в кондитерский мешок. Можно с насадкой, можно без. И если вы чувствуете, что крем еще жидковат, то можете оставить его в холодильнике на несколько минут, прежде чем собирать торт. Перед сборкой торта нам осталось нарезать коржи.
Широким плоским ножом я прохожусь по краю коржа и намечаю линию надреза, чтобы снять неровную верхушку. Затем прорезаю все глубже и глубже. Снимаю шапочку и таким же способом делю корж на 3 равных по высоте коржа. Получаются коржики примерно по 1 см высотой. Приступаем к сборке торта. На подложку кладем первый корж. Я всегда использую нижний. И выкладываем на него крем из кондитерского мешка вот такими небольшими кружочками. Отверстие в кондитерском мешке у меня диаметром примерно 1 см. Этот крем достаточно стабилен, никуда не растечется, а в холодильнике застынет еще сильнее. Заполняем таким образом весь корж. Если у вас есть свежие ягоды и вы будете подавать торт сразу, то сюда же можно положить кусочки ягод, будет очень сочно и вкусно. Накрываем вторым коржом. Проверяем, насколько ровно он расположен. Для этого нужно прокрутить торт и посмотреть со всех сторон. Если ровно, то немного прижимаем корж к крему. Выкладываем второй слой крема. Также накрываем коржом. Выравниваем, прижимаем. И еще один слой крема на верхушку. В качестве декора у меня сегодня ягоды черешни, немного яркого зефира из манго. На моем канале уже есть 2 рецепта ПП зефира. И свежие листики мяты. Вот такой тортик получается. Простой и красивый декор. Кстати, если у вас не сезон свежих ягод, то можно сделать ягодный мармелад для декора. Этот вариант я показывала в предыдущем рецепте торта Whoopie Pie. Ссылки на эти рецепты я оставлю для вас в описании под видео. Давайте его разрежем. Мягкий, нежный ягодный тортик. В разрезе он не менее хорош, чем целиком. Мягкие, но при этом довольно плотные, ощутимые коржи с освежающим кокосовым вкусом. Насыщенно ягодный творожный крем, в котором очень хорошо смягчающе играет кокосовое масло. Оно дает здесь более приятную кремовую текстуру, которая так часто недостает кремам из творога. Вкусный нежный торт, который готовится совсем несложно. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, мне будет очень приятно. Готовьте с удовольствием, готовьте красиво и радуйте своих родных и близких полезными десертами. Пока!